По данным Центра стратегических и международных исследований, в 2020 году общемировые потери от кибератак составили чуть менее $1 триллиона. Это в 2 раза больше, чем в 2018 году, когда денежные потери составили $500 миллиардов. Кроме того, убытки от кибератак заключаются не только в похищенных деньгах, но и во времени отключения компьютерных систем жертвы. Средняя атака отключает системы компании на 18 часов. В 2019 году средняя стоимость убытков, полученных компаниями за время отключения их систем, составила $762 тысячи. Помимо этого, существует взаимосвязь ядерной безопасности и киберугрозы. По данным организации Nuclear Threat Initiative, за 2016 год из 31 государства, обладающего ядерными объектами, 20 стран не имеют базовой инфраструктуры для защиты ядерных объектов от кибератак. Ближний Восток отличается быстрым и всесторонним внедрением информационно-коммуникационных технологий. Ежегодно цифровые рынки региона растут на 12%, а число интернет-пользователей увеличивается. В 2019 году 67% населения Ближнего Востока имели доступ к интернету, что резко контрастировало со среднемировым показателем в 56%. Сегодня способность одного государства защитить свои цифровые данные от внешнего вмешательства во многом определяет его геополитическое положение. Ярким примером влияния кибератак на геополитику является взлом катарского новостного агентства Qatar News Agency, в результате которого были обнародованы высказывания катарского эмира об улучшении отношений с Ираном и признании им Хамаса и Хезболлы организациями сопротивления. Спустя неделю после атаки 8 стран Персидского залива разорвали с Катаром дипломатические отношения и обвинили его в поддержке террористических организаций. Привет из Пхеньяна! Если вы хотите узнать о международных отношениях еще больше и поддержать дипломата, то можете перейти по ссылке в закрепленном комментарии и за небольшую плату получить доступ к эксклюзивным стримам, материалам и документам. Это поможет автору создать еще больше уникального и непредвзятого контента. Спасибо! Приезжайте к нам, в Пхеньяне всегда солнечно. Лидирующей региональной кибердержавой является Израиль. В 2011 году в стране было создано Национальное бюро по кибербезопасности, чтобы за короткий промежуток времени Израиль вошел в 5 ведущих мировых кибердержав. Затем этот орган был реорганизован в Национальное управление по кибербезопасности, бюджет которого в 2018 году достиг $500 миллионов. Израиль находится на 2-м месте после США по количеству осуществленных сделок в области кибербезопасности, а в составе вооруженных сил страны сформирована специальная группа для противодействия кибератакам, более известная как подразделение 8200. В 2010 году подразделение участвовало в тайной операции «Олимпийские игры», направленной против ядерных объектов Ирана, в ходе которой было поражено более 50 тысяч иранских компьютеров. Второе место по уровню своих цифровых возможностей на Ближнем Востоке занимает Исламская Республика Иран. Начиная с 2000 года Тегеран часто прибегает к кибератакам, чтобы нанести своим противникам ущерб в той сфере, где силовое вмешательство чревато для Ирана поражением. На сегодняшний день самой известной подконтрольной Тегерану хакерской группировкой является иранская киберармия, которая официально не признается правительством как государственная организация. Необходимо отметить, что Иран не является односторонним агрессором, так как на фоне ирано-американских противоречий хакеры из США периодически атакуют компьютерные системы иранского правительства. Это противостояние началось в 2010 году, когда американский вирус Stuxnet нарушил работу более 1000 центрифуг для обогащения уранового топлива на территории иранского уранообогатительного завода в Натанзе. А в ответ Исламская Республика в период с 2011 по 2014 годы провела ряд хакерских атак по американской банковской системе. Кроме того, в 2019 году американские фирмы по кибербезопасности Dragos и Dell Secure Works опубликовали отчет о группе под названием Hexane, которую подозревают в связях с иранским правительством.
Хакерская группировка Hexane появилась в 2018 году, с каждым годом наращивая свою активность. На данный момент ее основной тактикой является фишинговые атаки, а целями американские и саудовские правительственные организации. Третье место по уровню своих цифровых возможностей в регионе занимает Саудовская Аравия. Саудовский сектор кибербезопасности выглядит очень многообещающе, так как он обладает ежегодным ростом в 15% и по оценкам в 2022 году достигнет рыночной стоимости в $5,1 миллиарда. На Ближнем Востоке именно Саудовская Аравия является главной целью для хакеров. Больше всего кибератакам подвержена саудовская нефтяная промышленность по причине ее влияния на мировой рынок энергоресурсов. В 2012 году корпорация Saudi Aramco была атакована иранским вирусом Shamu, который вывел из строя ее компьютеры, спроецировав на мониторы изображение горящего американского флага. Спустя 4 года модифицированная версия этого вируса поразила компьютерные системы саудовского правительства, запустив на их мониторы изображение 3-летнего утонувшего беженца Айлана Кудри. Кроме того, большую угрозу для кибербезопасности стран Ближнего Востока представляют негосударственные акторы, которые привлекают хакеров для получения необходимых ресурсов, впоследствии использующихся для дестабилизации региональной обстановки. К числу этих акторов можно отнести хакерские группы Хамаса, Кибер-Хезболлу, Сирийскую электронную армию и Йеменскую киберармию. Ввиду сокращения возможностей ведения реальных боевых действий, стратегии негосударственных группировок смещаются в сторону интернет-пространства, которое используется для заработка и получения тактической информации. Так, повстанческие группировки йеменских хуситов увеличивают свои доходы, организовывая крупномасштабный майнинг криптовалют. Другим примером использования киберпространства в условиях ограниченных ресурсов являются созданные специалистами Хамас фальшивые приложения для знакомств, через которые они получают информацию о местонахождении израильских солдат в районе сектора Газа. Большое спасибо за просмотр. Пожалуйста, оцените это видео и поделитесь им с друзьями. Также по ссылке в описании вы можете перейти в наш Telegram или оформить спонсорскую подписку и получить доступ к эксклюзивному контенту, стримам, еженедельным дайджестам и уникальным документам. До новых встреч!